Вы на канале На велике с бананом, и сегодня у нас отличное велопутешествие в Тыкоцин, маленький, но очень уютный польский городок с богатой историей и отличными видами по дороге. Сегодня я подготовил видео не только с GoPro, но и с дрона, чтобы вы насладились красотами Тыкоцина и его окрестностей. Не переключайтесь, вам точно понравится. Дорога в Тыкоцин просто идеальна для велопутешествий. Едешь по тихой трассе, вокруг поля, свежий воздух. Настоящий кайф, когда хочется отдохнуть от городской суеты. Маршрут из Белостока до Тыкоцина составляет примерно 30 километров. Дорога ровная, живописная и по пути практически нет машин, что делает ее супер безопасной для велосипедистов. Едешь и расслабляешься. Процентов 70 дороги идет по велодорожке. Такую дорогу проедет практически любой велосипедист, даже не самый опытный. Так что смело берите своих друзей, родных и собирайтесь в поездку. А сейчас я предлагаю насладиться видами природы и окрестностей, через которые пролегала моя дорога в Тыкоцин. И вот мы в Тыкоцине. Этот городок с первых секунд захватывает своей атмосферой. Узкие улочки, старинные постройки, это все заставляет тебя почувствовать, как будто ты вернулся в прошлое. Доехать на велосипеде до Тыкоцина из Белостока можно за 1,5-2 часа в спокойном темпе, смотря откуда будете выезжать из самого Белостока. Я снимал этот ролик в будний день, поэтому в Тыкоцине было мало людей, но на выходных сюда съезжается, кажется, 1000 туристов. Весь центр кишит автомобилями, людьми, кто-то просто гуляет, а кто-то приехал в костел на службу. Давайте пройдемся по главным достопримечательностям Тыкоцина. Для начала познакомлю вас с главной площадью. Согласитесь, выглядит очень красиво. Аккуратные домики, мощенные дороги и атмосфера, как в старинной Европе. На выходных здесь всегда многолюдно, особенно летом. В Тыкоцин съезжаются со всех уголков Польши, и все едут на главную площадь, чтобы начать обзор города именно с нее. Так как городок небольшой, его можно обойти пешком за несколько часов, и осмотр обычно начинается именно с центра. Я бы сказал, что площадь здесь довольно большая для города такого размера, но при этом она очень уютная. Тут часто проводятся разные мероприятия, и местные жители любят просто гулять, наслаждаться атмосферой. Дороги, кстати, здесь выложены брусчаткой. Выглядит красиво, но на велике нужно быть осторожным. Хотя для эстетов это просто находка. Круто, что во многих частях Тыкоцина сохранились эти старые брусчатые дороги. Это придает городу особый шарм. Давайте посмотрим на одно из главных мест Тыкоцина – костел Святой Троицы. Построен он в середине 18 века и выглядит просто шикарно, особенно если вы любите барочную архитектуру. Костел стоит прямо на главной площади и сразу привлекает внимание своими массивными колоннами и красивыми декорами. Внутри атмосфера спокойствия и уюта, и каждый элемент интерьера рассказывает о долгой истории этого места. Здесь круто не только фотографироваться, но и просто погулять, впитывая дух этого старинного места. Кстати, мне повезло попасть в город ближе к 12 часам, и я услышал полуденный перезвон колоколов на костеле. Звук просто фантастический и пробирает до мурашек. Послушайте. Теперь давайте заедем в одно из самых крутых исторических мест – замок Тыкоцина. Этот замок играл важную роль в истории Польши, ведь здесь когда-то обитала знать и велись важные дипломатические переговоры.
Замок Тыкоцина был построен в 15 веке и перестроен в более поздние века. Когда-то это была важная стратегическая крепость, защищающая регион от врагов. Сейчас замок восстановлен, и по нему сразу видно, что это свежее здание, но это никак не портит его, а лишь добавляет чуточку современности. Он был построен на фундаментах королевского замка польского короля и великого князя литовского Сигизмунда II Августа. Реконструкция здания была проведена на основе археологических данных и исторических источников. Замок Тыкоцина – один из самых значимых архитектурных памятников этого региона. А теперь перейдем к одному из моих любимых мест. Это набережная Тыкоцина вдоль реки Нарев. Ее выложили красивой тротуарной плиткой, похожей на брусчатку, но более гладкой. Поэтому тут можно отлично прогуляться или проехаться на велике. Вдоль всей дорожки стоят скамейки, мусорки и фонари на солнечных батарейках. Летом по Нареву проводят экскурсии на небольшой лодке. Набережная идет вдоль реки по обе стороны от Стального моста и предлагает отличные виды. Это действительно то место, где можно спрятаться от шума машин и лишних глаз. Обычно на этой дорожке не очень много людей. Я рекомендую посещать достопримечательности Тыкоцина в следующей последовательности. Сразу осматривайте площадь, потом идете в костел, из костела вдоль набережной проходите к дамбе и переходите через реку. Там спокойным шагом минут за 15-20 можно дойти до замка, а вернуться можно по Стальному мосту через реку Нарев. Тыкоцин богат на места, где можно перекусить. В городе множество кафешек, различных палаток, киосков и магазинов. Голодными вы точно не останетесь. А мое любимое место – это еврейское кафе Тейша. Признаться, я никогда не думал, что еврейская кухня такая вкусная. Когда мы там были с супругой, мы хотели попробовать все, что было в меню. И если вы уже заехали в Тыкоцин, то я рекомендую посетить деревню Кирмисы. Это небольшое местечко неподалеку от Тыкоцина, где находится красивый музей, посвященный польской военной истории. Дорога до музея пролегает по одному из самых красивых лесов, которые я проезжал в Польше. Каждый раз, когда я там еду, я наслаждаюсь спокойствием этого места. Ехать на велосипеде туда примерно 5 километров от центра Тыкоцина по хорошей ровной дороге. Поэтому обязательно рекомендую посещению. Снаружи здание музея практически полностью обвито плющом. Это добавляет ему немного мрачности. Почему-то оно мне напоминает тюрьму. Это чувство усиливает висящий возле главного входа манекен в клетке. Да, жутковато. Во время моей поездки музей был закрыт, и я, к сожалению, не смог попасть внутрь. Возле музея также есть интересная площадка, которую тоже стоит рассмотреть. Мне она напоминает какое-то оккультное место. Каждый раз, когда я тут бываю, мне кажется, что вечерами здесь собираются ведьмы и ведут свои шабаши. Но, конечно же, это не так. Мой обратный путь пролегал по другой дороге через небольшие деревни. И тут очень заметно, что Польша – это аграрная страна, в которой много фермеров. Тут нет пустующих земель, все поля чем-то засеяны. А фермеры часто строят свои дома прямо посреди своих же полей. Вот там домики стоят, там домики, то есть видно, это одно хозяйство, там отдельное хозяйство, ну там домик, вот там вдалеке строится домик. Здесь, видите, домики такой, то есть участок идет, и домики стоят, там то же самое, коровы пасутся, домики. То есть здесь все занимаются сельским хозяйством и живут прямо на своих участках. Вот такое отличное велопутешествие у нас сегодня получилось. Тыкоцин – это то место, которое точно стоит посетить, особенно если вы любите историю или красивые места. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте и до встречи в новых поездках.